Factum Solus – один из самых мрачных и атмосферных модификаций для первого портала. Тут вы действительно начинаете испытывать ощущение того, что вас готовы убить, ведь теперь вы не просто испытуемый, не просто лабораторная крыса, а самая настоящая жертва эксперимента, которую насильно заставляют проходить смертельно опасные испытания. И не забывайте про стойкое чувство, что здесь есть кто-то, кроме вас. Согласитесь, вы заинтригованы. Тогда почему бы нам не приступить? Сегодня мы обсудим эпизодический мод из 2 эпизодов, которые многие до сих пор считают одной из самых атмосферных модификаций. И скажу я вам, неспроста. История мода происходит в альтернативной лаборатории Aperture Science, поэтому никаких проблем с каноном нету. Но мы еще успеем подробно обсудить сюжетную составляющую. А сейчас переходим к... Игровой геймплей мне очень даже понравился. Новые механики для тестов с новыми моделями, которые действительно хорошо смотрятся. Часть механик индивидуальная, которую вы больше нигде не встретите. Но часть ссылается на второй портал, что неудивительно, ведь второй эпизод вышел аж в 2013 году. Присутствует решение задач на время, пока тебя не затопит кислота. И что самое главное для этого мода – взаимодействие с другим испытуемым, который сумел забежать и теперь помогает нам. Да, в этой вселенной мы находимся не одни. Теперь давайте пройдемся по самим головоломкам и решим, насколько они интересны и, что более важно, сложные. На мой субъективный взгляд, головоломки не являются слишком сложными, их приятно проходить, и нету желания удалить мод в порывах ярости. Пройти всю модификацию спокойно можно за один вечер, но как из прелюд, тут проблема с NPC. Глаза часто западают, NPC бывает тупит, в липсинг не попадает. Но сама идея, что мы проходим испытания не одни, очень крутая и революционная для первого портала. Геймплей 8 из 10. Как я уже и сказал, модели хорошие, не выбиваются из общего стиля портала. Материалы, а что более важно, партиклы на высшем уровне. Ведь кроме обычных партиклов дождя или полей, тут партиклы вписываются в контекст ситуации. Разве это не красиво? Большой вентилятор, который засасывает часть кислоты. Часть озвучки персонажей похожа на ТТС-систему, то есть на синтезатор голоса. Ну уж Бен точно. Я считаю, что графа «Новый контент» заслуженно получает в нашем объективном топе оценку 13 из 17. Как и саундтрек «Прелюд», он состоит из чужих треков, у некоторых даже есть авторские права. Возможно, в моде есть авторские треки, но, увы, они никак не подписаны. Подходят ли эти треки к данной модификации? Больше да, чем нет. Но по сравнению с тем же Прелюд, который поступил точно так же, то тут выбор гораздо хуже. Поэтому Ост получает всего лишь 10 из 17. Вот мы и добрались до самого вкусного. Так ведь? Как я и сказал, сюжет происходит в альтернативной вселенной Aperture Science, где вместо Гледос роль центрального ИИ забирает Бен. Правда, он в разы глупее по сравнению с нашей любимой Глашей. По мере сюжета Бен нам говорит, что его версию скоро заменят на новую, а нас переведут в новые спроектированные тестовые камеры. Кроме того, этот комплекс не пуст, в нем все еще есть люди, ученые. Что ж, мы все еще играем за чел, но мы не единственный испытуемый. Кроме нас был еще один, который сбежал, и мы по мере прохождения головоломок могли заметить ее. Она нам помогает, ведь тоже хочет сбежать. В итоге, когда у нас отбирают портальную пушку, она единственный человек, благодаря кому мы не застряли в этой комнате навсегда.
В итоге, благодаря этой испытуемой, которую зовут Дженни, мы попадаем в ее убежище, которое является безопасным благодаря тому, что Бен считает, что эти помещения вышли из схемы тестирования. Таким образом, мы умудряемся обмануть искусственный интеллект и выбраться из основного испытательного маршрута. Но осмотрев Дженни, мы можем заметить кое-что странное. Это ее одежда и отсутствие рессоров. Она объясняет это тем, что она в этом комплексе уже около 15 лет, и в ее дни не было столь высокотехнологического оборудования, поэтому испытуемые раньше ломали ноги, пытаясь разгадать головоломки. В итоге, скооперировавшись, мы направляемся во второй сектор, где за тестами наблюдают настоящие люди. Как вы уже успели понять, здесь люди – настоящие садисты, которым в кайф смотреть за страданием других людей. В итоге мы перебираемся во второй сектор испытательной площадки, открываем аварийный люк, но Дженни обманула нас. Она не поставила портал для нас. В итоге мы пытаемся сами успеть добежать до выхода, но не успеваем. И в итоге мы остались в комплексе одни навсегда. Дальнейшая история главной героини неизвестна. Вот такой вот депрессивный сюжет. Игрока на протяжении всего прохождения окружает жестокость, безысходность, страх, бесчеловечность, потерянность, изолированность. Вот что особенного в этой модификации. Хороший ли сюжет? Безусловно, да. Понравился ли он мне? Конечно же, да. Хотел бы я в нем что-либо изменить? Не думаю. Сюжет получает 16 из 17. Заслуженно. На первый взгляд, левел-дизайн ничем интересным не выделяется, но чем дольше мы будем проходить по сюжету, чем дольше будем присматриваться к мелочам и особенностям, тем быстрее мы увидим, что все далеко не просто так, как нам показалось на первый взгляд. Карты действительно способны нагнать атмосферы. Что насчет технической Испытали что-нибудь? Согласитесь, никто не ожидал неожиданно увидеть тень, схожую на облик человека. Разве это не атмосферно? Вернемся к вопросу, заданному ранее. Что насчет технической составляющей? К ней претензий нет. Бывают баги, но для столь немалого проекта это простительно. Возможно, многие тут со мной не согласятся, но левел дизайн получает 16 из 17. В этой модификации не слишком много пасхалок, но я был удивлен, что о них мало кто знает. В этом моде пасхалки делятся на 3 типа. Обычные мелочные, пасхальные яйца и радио. Яйца встречаются в первой карте второго эпизода и 5-й. Для получения первого яйца нам нужно просто пройти через невидимую стенку и нажать кнопку, и все, у нас есть яйцо. Для второго все еще проще. Просто берем этот куб и кладем на кнопку. С радио все более интересно. Первый находится также на первой карте второго эпизода. Сначала вы даже не поймете, в чем подвох, но если вы возьмете радио, то оно заговорит с вами. Оно попросит донести его к аварийному люку во втором секторе. Также у этого радио есть двоюродный брат в 4-й карте второго эпизода. Если прийти к этому радио без его голубого брата, то оно взорвется. Но если прийти с ним, то у них сложится необычный разговор.
в итоге, если мы действительно донесем этих братов-акробатов до аварийного выхода, то они нас поблагодарят, а титры потерпят небольшое видоизменение в виде шариков и конфетти. Factum Solus действительно отличная модификация, особенно подойдет тем, кому уже наскучил привычный геймплей первого Портала. Этот мод имеет отличную атмосферу, сюжет, модели, вы все это уже слышали. Есть ли у этого мода минусы? Наверное, только продолжительность может огорчить, а во всем остальном мод прекрасен. Рекомендовал бы я его вам? Безусловно, да. Я советую сыграть в этот мод тем, кто в него не играл, и перепройти тем, кто давно его проходил. Я считаю, что это один из лучших модов на первый Портал. Ну а я с вами прощаюсь. Как всегда вещал, ваш Лаваш. А вы подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. До скорых встреч!